Всем привет! Сегодня я хочу посмотреть в день осеннего равноденствия. Хранители, ваши высшие хранители хотят что-то вам передать, какую-то важную информацию. И если у меня постоянное сопротивление идет, то информация действительно важная. Вот он как раз и хранитель вышел. Космический предок ваш. Намерение поддерживает свет. Чистота в вас. Световая чистота должна быть. Если вы идете в любовь, то идите тотально в любовь. Если вы говорите себе, что это нужно, то это рождает напряжение только, когда что-то нужно. Сейчас для вас приподнимется завеса тайны, и вы поймете, что есть ситуация в жизни вашей, во взаимоотношениях, возможно, в семье, то, что мешает. Оно должно исчезнуть, оно должно уйти. Вы должны это растворить в себе. Вот оно как раз, сдача Вселенной. Плыть по течению, а не против. Мне так много раз говорили люди о том, чтобы я не прогибала пространство, мироздание. И я сама вас к этому призываю. Не прогибайте пространство. Но я понимаю, что я как будто хочу вмешаться в планы Вселенной, действую как бунтарь, вечный бунтарь. В любой системе я выступаю как бунтарь. И поэтому сейчас я полностью открою вам этот портал и буду только посредником, буду только проводником вашим. Как раз таки я сказала слово портал, вот оно. Двери открываются, совершите выбор, и вы получите награду. Какой вы выбор хотите совершить? Выбор на место вот этой тревожащей ситуации, на место вот этого внутри тела есть это ощущение. Найдите его сейчас, прямо сейчас. Это ощущение скованности, боли, сжатия. Чем вы хотите заменить его? Чем вы хотите его заменить? Не сопротивляйтесь этому процессу. Прекратите сопротивляться и мне это нужно, мне вот надо, вот мне срочно это надо. Чтобы что? Надо, чтобы что было-то? У вас как раз сейчас открывается путь души, судьба и предназначение ваше. Опять вы стремитесь к своему дому, к звездному дому. Многие проходят практики, познают какие-то глубинные аспекты, не знаю, которые, вот, знаете, заталкивали внутрь себя, и очень долго это продолжалось. Очень долго продолжалось. Ваши хранители хотят вам сказать о том, что расширь свое видение сейчас. Увидь истинно картину мира, истинно. Энергию это почувствуй, глобальное видение, новые идеи тогда придут. Потому что если ты скован, да, то ничто не может в твою систему войти. И знаете, вот во мне это открылось вчера, такой переход, очень ясный и четкий переход такой. Хотя физика отстает, сознание уже перестраивается, а физика еще отстает. Поэтому бывают сбои какие-то.
том, что посмотри на ситуацию и на человека из любви, из своей любви. Не из того, что надо, не из того, что ты, там, он тебе сделал больно, он что-то тебе сказал, язык показал, вот это вот все. Нет. Что бы вы сказали из состояния любви тому человеку или той ситуации? Как бы вы ее разрулили из состояния вот этой любви? А когда любовь внутри нас, это широкое пространство, это много, это вас много, у вас энергии много, у вас распирает во все стороны. То есть звездный поток к вам приходит как раз, и происходит активация вашей световой структуры. То есть вы начинаете понимать и осознавать все инсайты, знаки, которые к вам приходят оттуда. То есть, когда вы не своим умом, умишкой пытаетесь вот эту ширь объять и что-то, какие-то свои проекции на это все навесить. Нет, вы четко понимаете, осознание приходит. Вот знаете, это вот глубинное такое яснознание. Потрясающе. Просто орел летит. Орел летит, и все. Я зависла. Все пути ведут домой. Все абсолютно пути ведут домой. Сейчас включите свою внутреннюю силу. Как раз у меня по сигнификации, знаете, я уже заранее знала, о чем будет речь. Выпадала ваша внутренняя сила сейчас. А если внутри вот эта сила пробуждена, то вы не будете действовать из состояния ограниченности, боли, сжатия. И когда вы сами себя как будто в скорлупу одели, в этот скафандр, и пытаетесь из этого состояния что-то там вырулить, ничего не получается, понимаете, ничего не получается в этом состоянии. А здесь как раз-таки говорится о том, что внутренняя сила пробуждена. Вот она, видите, рев этой внутренней силы. Может быть, она в вас вот так ревет, как вот этот мотоцикл проехал. Кстати, этот мотоцикл в прошлом году, с этого мотоцикла началась моя новая жизнь. Вы не представляете себе, это просто вот переворот моего сознания. Это вообще до всего было, вот этот мотоцикл. Я просто сняла видео себя на фоне этого мотоцикла, и с этого дня начался отсчет моей новая судьба. Вот реально новая жизнь началась. Я этого не планировала, как у меня стали разворачиваться события. Вот сейчас я вижу этот мотоцикл уже. Тогда он был в стагнации, тогда он стоял. И там не было ни одного человека. И я была тоже одна. И мы один на один. А сейчас я вижу пару людей, мужчину и женщину, которые едут на этом мотоцикле. И, о боже, сейчас во мне осознание просто происходит. Скажете, что это фигня? Нет, это не фигня. Это на самом деле очень глубинное переживание. Вот сейчас он пробудился, этот мотоцикл. Вот она, сила его. И это движение в судьбинную программу, в свою какую-то новую, счастливую жизнь. Потому что тогда он стоял, он был недвижим. И вы также, вы были в этом состоянии стагнации очень долгое время. Кто-то лежал, кто-то спал, кто-то додумывал, передумывал, фрустрировал бесконечно. А сейчас вам пора действовать, ребята. Вы сейчас будете распаковывать себе глубинное чувствование энергии других людей. Что вам они говорят, это одно. Вы начнете чувствовать их внутренний посыл, внутреннюю вот эту суть, когда изнутра человек говорит, из сердца, да,
вы начнете это чувствовать. Я зависаю, это ничего страшного. Вы можете видео поставить на убыстренную скорость. Вот состояние этого дня, сегодняшнего дня, и последующие дни у вас такой же будет раскол, напряжение. Доверьтесь алхимии жизни. То есть прорвет именно то, что должно прорвать. Именно то, что долгое время вы сдерживали в себе. Прорвется. У вас открываются новые перспективы, новые двери. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я из расклада в расклад как будто говорю одно и то же, но на самом деле тут разные аспекты открываются вам. Это другое чувствование совсем. Это не просто вам открылись двери новые. Это когда ты, наконец, осознаешь, что ты сам себя закрывал. Ты сам, человек меня, который слышал, ты сам себя закрывал в этих оковах. Ты сам себе не позволял любить. Ты сам не позволял себе проживать все чувства и эмоции. Тебе можно все чувства и эмоции испытывать. Не только какой-то один спектр. И когда вы действительно позволите себе прожить каждую эмоцию к этому человеку или к этой ситуации, в основном это с людьми связано, конечно, глубинно все это прочувствовать. И когда уже нету места уже этому, когда ты уже это все прожил, и уже не остается как будто обид, как будто ты уже высасываешь из пальца, вот это состояние такое, когда ты приходишь к такой, вы знаете, тотальное ничто, для тебя уже не триггерит ничего абсолютно. Этот человек поступал так, потому что он такой, какой он есть, и все. Твоя задача либо принять его, либо отпустить. И все. Не надо с ним бороться, не надо из него делать вершителя, решителя твоей судьбы. Твоя судьба только в твоих руках. Вот что ты решила или решил, вот так и будет. Даже в изоляции вы понимаете, что у вас есть физическая связь, вот это, она ощущается, даже энергетическая связь, она ощущается как очень нечто плотное. Ее как будто можно пощупать, но ее не видно, но она ощущается. И у вас через вот эту связь идет общение все равно. Пока вы в себе пытаетесь бороться, пытаетесь бодаться, война внутри, когда война с партнером, война с родителями, вот эти военные действия, вы открыли военные действия, вот это вот все, это из состояния нелюбви, это из состояния сжатия, это состояние маленького такого комочка. Человеческая душа огромна. А вы себя впихиваете вот в это тело, вот физическое тело, да? И вот оно вот так вот меня, вот сейчас вот меня так вот триггерит это все. И я начинаю там выяснять что-то там, отношения выяснять, постоянно бодаться, да, с кем-то, бороться. Зачем? Знаете, вот во мне произошел вот этот переход. Сегодня ночью я это осознала очень четко, что наша боль является нашим самым главным. Мы не должны с вами, как сказать, конкурировать, кому больнее. Вот мне больнее, я вот сколько прожил там, что пережил и так далее. Нет, не обесценивать других и не обесценивать себя. Твоя боль – это самый главный твой учитель. Что ты выбираешь? Ты выбираешь жить из боли или ты выбираешь жить из любви? На место боли поставить другое чувство. На место горечи поставить любовь. На место конфликтности просто прикоснуться к человеку или обнять его. Даже так. Просто обнять. Без слов, без лишних каких-то телодвижений, действий и объяснения другому, там, оппоненту вашему,
что как ты живешь, какие ты выборы делаешь, это неправильно. Нет. У вас состояние вот этой тотальности, это когда ты долго-долго конфликтовал с кем-то, просто вот реально долго, и это продолжалось годы. Потом вдруг ты понимаешь, что это вообще не имеет своего смысла, потому что этот человек так действует или так говорит из состояния своей внутренней сжатости от боли, которую он не прожил, которую он не принял, и он просто ее решил отгородить от себя, и получается замороженное тело. Замороженные тела у нас ходят, замороженные родители, которые не могут вообще послать из своего существа любовь, потому что сами не прожили этот опыт, решили на него не смотреть, потому что это больно. Как будто, если боль это накроет тебя с головой, ты не справишься с ней. На самом деле нет. У вас есть внутренняя эта сила для того, чтобы с этим справиться и совершить свой выбор. Из какого состояния вы хотите говорить, действовать, вообще взаимодействовать с людьми. У вас очищение сейчас идет. Вы услышите звук, свой голос услышать наконец сможете. И вы без страха сможете проявиться в этот мир, не боясь того, что вас осудят, не примут, да что это будет вообще какая-то фигня, там, например, какой-то проект вы хотите сделать, да, а у вас вот есть этот страх. Это паническая атака, когда вас сжимает все. В этом состоянии ничего нельзя сотворять, потому что ты боишься сам себя, ты боишься что-то сказать, как люди там посмотрят, что скажут. Нет, у вас сейчас звук, глубина идет, вы вглубь идете и пробуждаете в себе вот это истинную свою глубинную какую-то суть, вашу вибрацию, именно вашу. Пробуждение у вас с земли идет. Это фундамент. Кто работает с предками рода, молодцы, идите дальше и глубже, потому что предки рода нашего – это прежде всего фундамент. Вот эта уверенность будет в вас, вот этот стержень. Вот ради этого вообще проводятся все семинары, все тренинги по поводу рода, копают туда, расклады делают, и я там делаю, да, свой курс. Ради вот этого ощущения внутри себя, целостности, мощной такой силы внутри тебя, что тебя не сломит ни одно вообще обстоятельство в жизни, ни одно. Ты просто этому не позволяешь сломаться и опять уйти в обиды, в боль. Ой, он меня опять уколол, он мне что-то сказал. И все, и поток закрылся опять. И потом опять годами начинаем практиковать духовные какие-то медитации, там, и вот это все, чтобы открыть этот поток. А он открывается одним только вашим движением. Внутри это ваше намерение. Я действую из любви или я действую из боли. Вот и все. Ну вот у вас новый взгляд появляется. Сейчас с этим раскладом ваше понимание этого мира будет распаковываться по-другому. Вы будете мир чувствовать по-другому, видеть по-другому, сочувствовать. Не жалеть, а сочувствовать. Это очень важно. Сочувствие – это когда ты чувствуешь, что чувствует другой человек. И ты как бы с ним вместе помогаешь ему принять это в себе. А когда ты жалеешь, ты в позиции немного выше, чем этот человек. Как будто мне очень жаль,
я такой весь возвышенный, я уже весь напрактиковался, у меня взгляд открылся, и все тут. Наша душа больше вот этого физического тела. Да, позвольте себе, сейчас ваши хранители говорят, позвольте себе зависнуть немножко в этом состоянии, когда вы в космическом пространстве, вы не знаете, что будет в будущем. Прошлого уже не существует. Будущее еще не наступило. Вот сейчас, в моменте, тотально, что вы чувствуете? Именно чувствуете. Не то, что вы хотите сказать или логикой своей проговорить. Нет. Умом своим додумать. Нет, а именно, что вы чувствуете в этот самый момент. У вас идет рост души сейчас, квантовый скачок, обучение через жизненные уроки. Вот они как раз, жизненные уроки на земельке. Я всегда говорю, проходите жизненные уроки на земельке. Очень легко рассуждать, когда ты в каком-нибудь монастыре, в Гималаях, там сидишь, или вообще в лесной чаще, тебя никто не трогает. И ты медитируешь, что-то познаешь, но самые жесткие уроки у нас и состояние любви только здесь, только на Земле, не там где-то в космическом пространстве, когда вы летаете, а именно на Земле, участвуя в своей жизни, проживая все болючие моменты в себе самом, позволяя себе чувствовать разные чувства, и горечь тоже, но потом на место этого вставлять любовь, научиться мечтать снова и действовать здесь, в этом социуме, с этими людьми, с этим окружением, ну и так далее. Вы смотрите до конца, потому что в конце самое интересное будет. Будет очень мощная сегодня практика на ваше обретение ресурсов и исцеление. И я хочу это сделать для вас сегодня. Поблагодарить вас всех за ваши комментарии, лайки, подписки, донаты. Екатерина, это просто фундаментально. Спасибо тебе большое. Для меня это очень ценно, что вы так щедры ко мне и чувствуете меня душой, я это знаю. У вас сейчас жизнь как чистый холст. Вот я и говорю о том, что как вы выбираете, да, выбор какой. Из состояния обиды, сжатия. Я маленький человек, я ничего... Что я решаю? Я ничего не решаю, я же человек, всего лишь человек. Это вот в книге Карлоса Кастанеды Дон Хуан беседовал с Карлосом Кастанедой как раз-таки. И Карлос Кастанеда говорил Дону Хуану: я всего лишь человек. Вот с таким вот, как его отец ему передавал, ну, как бы говорил, транслировал, так и он. И на что Дон Хуан начал хохотать, а это был маг, очень сильный. Маг не в том, что он магичил, а он просто с тонким миром связан очень сильно. И тут он просто начал хохотать, а этот не понимает вообще, в чем дело-то. Потому что он заранее на себя навесил вот это состояние жертвы какой-то. Роль. Опять это роль. Я всего лишь человек, это роль. Ваша душа огромная, это просто безграничная субстанция, безграничная. Вы не знаете, куда она должна в следующий раз воплотиться, в какое тело, в какую жизнь. Но раз вы здесь, на этой планете, сейчас, в данном контексте времени, в данных обстоятельствах, значит, вам что-то нужно узнать из этого состояния. Еще знаете, что помогает прийти к состоянию тотальности?
это чувствовать смерть как ваш главный советчик. Всегда за левым плечом ваша смерть. Вы не знаете, когда вы уйдете в мир иной. Не знаете этого. И также вы не знаете, когда другой человек уйдет в мир иной, покинет это тело, этот мир. Поэтому, когда вы в состоянии, зная, что она ваш главный советчик, вот эта тотальность, вот тебе осталось жить, там, например, ну сколько-то там, да, 5 минут, что ты сделаешь? Вот перед важным решением в вашей жизни, перед самым важным решением, перед каким-то конфликтом, перед вот тем разрешением, вам нужно разрешение это какое-то вот принять, чтобы разрулить вот эту ситуацию, вам нужно спросить у нее совета, то есть у вашей смерти, задуматься, понять, что вот она рядом, совсем рядом, я ее даже вижу, я ее чувствую. 5 минут и тебя нету. Что ты будешь делать, человек, который меня слышит? Что ты будешь делать, когда ты узнаешь, что через 5 минут тебя не станет? Как ты будешь действовать? Ты будешь опять фрустрировать, вот ты будешь думать, ты будешь... Что ты будешь делать? Вот сейчас у вас действия, и только действия ваши решают. Не ваши думания, не ваши мысли, которые говномешалкой в голове крутятся. Это не я говорю, это хранители вам говорят ваши, которые задолбались видеть, как вы изо всех сил пытаетесь контролировать ситуацию, изо всех сил пытаетесь, вы еще в этой созависимости с обстоятельствами, с кем угодно, с человеком, с мамой, с папой, созависимость дикая. Но вы пытаетесь контролировать, да нет же, что же, я же сколько прорабатывал. А вам нужно пустить любовь на это место, любовь и все, больше ничего, любовь и свободу, благодать. Ну и тогда у вас открывается, вы как будто перерождаетесь. Вот как раз-таки процесс рождения, он всегда болючий, очень болючий. Когда вы вновь обретаете невинность. Меня спрашивают, а что это значит? Вновь обрести невинность там. Это когда ты снова доверяешь этому миру и принимаешь любые аспекты этого мира. Я бы сказала, что это вера и благо, вера и благодать. Вот так. Услышьте свою душу. У вас сейчас душа, вот вас зовет, просто шагни, человек, шагни в эту дверь, шагни в это пространство космическое, навстречу своей судьбе. Прекрати закрываться, прекрати блокировать. Какой-то блок стоит, у многих блок стоит на процветание, на личную жизнь. Многие блок поставили, сами себя запрограммировали на это. Вы сами себя на это запрограммировали. Что нужно сделать? Веди, а не следуй, что нужно сделать. Нужно пробудить в себе силу и вести. То есть ты лидер своей жизни, ты лидер в своей судьбе. Правильно? Ты, значит, первый человек, первопроходец. Даже если пипец как страшно, ты просто вступаешь в эту дверь и идешь. И идешь в это. И вам открывается земное воплощение. Вообще для чего вы здесь, на этой планете? Принимаете мир таким образом. Принимая мир, то есть вы смело шагаете навстречу своей судьбе. Вы не знаете, опять же, ваш советчик, вот он слева. Ну, любовь рядом, любовь, вот она, любовь. Вот эта энергия, это космическое сознание, это космическая энергия, это
то, что способно исцелить, вот это чувство единственное, любовь, способна исцелить любую боль, любую печаль, любое страдание. Есть две категории, да? Черное и белое мы обычно делим, да? Но есть война, состояние войны, а есть состояние любви. Что вы выберете? В каком состоянии быть? Вот любовь, она перевесит вот эту войну и исцелит любую войну. Отпустите, просто отпустите этот контроль. Просто доверьтесь этому течению жизни. Да, сейчас, возможно, пусто, да, сейчас непонятно, как это дальше-то действовать. Я всегда жил по одной схеме, какая-то парадигма одна была, течение жизни одно было, а сейчас резко, как будто бы вы сейчас на перекрестке дорог стоите, и вам открываются, вот, пойдешь туда, туда и туда. И вы сейчас должны сердцем это почувствовать, куда вам идти. Навстречу переменам вы должны пойти, прыгнуть в свое подсознание. Ой, как же это почувствовать вам? Ну, это только каждый человек может это почувствовать в себе. Это невозможно передать тактильно или словами. Там. Нет, это вы должны сами впустить это в себя. Вы дитя космоса и вселенский разум внутри вас. Вы узнаете что-то важное со временем. То есть распакуется это со временем. Это не всегда так быстро происходит. Что-то еще вы хотите сказать? Вообще этот процесс сейчас происходит по справедливости. Ну, у вас, вот она. Колесо фортуны ваше закручивается в вашу сторону. То есть удача приходит в вашу жизнь, потому что вы пробудили в себе источник, потому что вы победители, потому что вы чувствуете материю, как сказать, мать, эту энергию в себе, фундаментальность какую-то. Как мать-земля, великая мать. У вас есть это. Что, вы сейчас отрываетесь от земли просто. Так. Это альтернативное, что ли? А, понятно. Смотрите, если вы выбираете другой тип, войну. Война, любовь. Все, две. Выбираете войну, идете прямиком в одиночество, в контроль, в шизофрению, раздвоение сознания, в дьявола идете. Как вам? Потому что страшно же обнулиться, страшно же. Страшно обернуться на свое прошлое и понять, что вы цепляетесь за него, за это прошлое. Вот эти обидки бесконечные на прошлое, там 25 лет уже прошло, а я все обижаюсь там на него или на нее, на родителей своих. Да ладно, 25 лет, а всю жизнь вот носим мы это все. Цепляетесь за своих партнеров, которые уже ушли из вашей жизни, а вы все еще тянете их. То есть посредством того, что вы цепляетесь, вы что-то ему пытаетесь высказывать, когда уже время, все уже прошло. Вы цепляетесь за эти программы, этих людей. Вы хотите нового в себе. Сейчас вот удивительно сейчас было действо. Ребят, это просто для меня, это космос какой-то. Я вот делаю расклад, записываю вам видео, и ко мне подходит девушка и спрашивает, могу ли я сделать расклад. Так классно. Я не знаю почему, она просто почувствовала, ну, казалось бы, да, ну, человек, какая-то девушка делает расклад, вот сидит, вот она с картами тут, и вот она почему-то потянулась сразу.
Когда вы цепляетесь за свое прошлое, вы становитесь в состоянии замороженного человека, вы замораживаете свою душу. Вы снова отправляетесь в тот момент с детства, из детства связано обычно. Вот эти все больки, они оттуда. Вот из этого состояния вы и продолжаете действовать. Вам уже под 40 лет, а вы все равно продолжаете так действовать, как будто вы за дверью, за этой клеткой стоите, и вот тот же маленький мальчик, или та маленькая девочка. Вы на меня не обижайтесь за такие слова. Я просто, когда поток у меня идет, я не контролирую свои энергии, понимаете? Я отпустила этот контроль. Вот у меня вчера было другое состояние энергетики, и там получился очень такой медовый расклад, просто медовенький. А здесь сейчас вам важно, нужно это узнать, услышать. Поэтому контроль свой, вы прорываетесь сквозь этот контроль, наконец, обретаете свою любовь через состояние ничто. Сначала состояние ничто, потом на это состояние вы из этого состояния начинаете, как, знаете, когда подчистили под фундамент всю свою жизнь активными своими действиями, именно действиями, не то, что вы думаете, додумываете, проекции какие-то строите опять, это все умозрительные, это замки из песка, нет, у вас действие происходит. Сегодня я делаю то, то есть вы себе просто план какой-то строите, именно активного вашего участия в вашей судьбе. Вам нужно разгрести проблему с партнером, так, значит, нужно для этого что-то сделать, да? Какие вы действия предпримете? И вот он, ваш император, идет к вам. С возможностями, с открытием возможностей. Кому не актуальный император, идет просто открытие ваших дорог, всех дверей. Вы в состоянии императора, вы такая могучая энергия. У вас космическое сознание, божественное сознание, когда это не когда это состояние истощения, а когда у вас божественное сознание. На место истощения приходит тогда проявленная природа. Это императрица. Вот он, император, императрица. Вот они рядышком практически выпали. На самом деле, чтобы... Давайте мы сделаем магию сейчас. Знаете, как мы сделаем? Мы соединим императора и императрицу вместе. Вот так, чтобы они друг на друга смотрели. Вот они. Он фундамент, он материя, он действие, он форма для нее. Она божественная природа, она проявление в этот мир истинной женственности, истинной силы. Он признает ее силу, она признает его силу. Вот так мы соединим их. Сейчас я магию провела, потому что многие в состоянии вот в таком вот печаль, боль, тоска, уныние, печаль. Мы сейчас это все почистим с вами, почистим это все. Нельзя уже откладывать. Откладывать нельзя. Терпение. Что значит терпение? Значит, терпелочка-то она может в какой-то момент и выключиться, да? Закончится терпелочка. Нет. Вам нужно, знаете как, на постоянной основе как будто бы... То есть понимать, осознавать в себе, что это циклично все, во-первых, да, там цикл Луны, да, день-ночь сменяет и так далее, да. Но вам нужно удерживать вот это состояние легкости, поточности в себе и слышать, как раз гид ваш вышел, ваш ангел-хранитель, ваши хранители сейчас пришли сюда на расклад. Они говорят, что вы исцеляетесь прямо сейчас. У вас новое видение появляется. И ваши предки рода очень сильные люди, которые вам говорят: обернись,
Почему ты живешь из чувства вины? Почему ты тянешь этот груз? Ты должен прийти в дружелюбие. Истинная любовь, двойка кубков когда? Когда не мизерное проявление любви, а сила. Вы любите человека, вы проявляете к нему любовь не порциями. Вот я сегодня тебе вот столько дам, завтра я тебе столько дам. Или вообще дашь на дашь, когда происходит. Я тебе даю вот это, а ты мне вот это даешь. Ну, вот это вот в семьях, это вот сплошь и рядом, да? Нет, а у вас состояние, когда я тебя люблю, я тебе даю такую мощную энергию, импульс. Ты что, разве не чувствуешь импульс вот этот? И этот импульс тебя заставляет лететь дальше, чем ты видишь. Вот так. Давайте на жестенькой колоде еще глянем. Она такая самая говорящая, но она и... У меня сегодня в мое пространство прорываются просто люди, собаки, птицы, мотоциклы. Что-нибудь еще скажете? Вот как раз вы сейчас слушаете верховную жрицу, которая вам говорит, транслирует. У вас есть выбор. Опять про выбор, карта выбора. Пойти в глубину. Понять, что из вашей глубины идет вот это ваше колесо сансары, и оно именно крутится в этом направлении, потому что вы так решили. Вы такое приняли решение закрыться от всех на 17 замков. Вы приняли решение, допустим, не вступать в отношения близкие, вы приняли решение не любить, вы приняли решение не рожать детей и так далее. Вы приняли решение быть неуспешным человеком, допустим, не реализовываться, потому что мне страшно, пиздец как, извините. Я не буду это вырезать, слушайте просто. Вы идете в свою чувственность или опять остаетесь в плену? Или вы проявляетесь из любви в этом мире, из любви, и к вам проявляются точно так же. Люди, ваши зеркала, они точно так же проявляются к вам. Знаете, я когда почувствовала вот этот, во мне какой-то перелом произошел, именно в разговоре с человеком, хотя я всегда это знала, я сама так вроде как думала, что я так же поступаю. На самом деле, что очень важно для другого человека тактильность. Очень важно не закрываться, например, если тебя человек там, ну там по плечу тебя там как-то, ну, что-то тактильно дотронулся до тебя. У нас у многих реакция какая сразу? Сжаться и, ну, ты что, вообще границы, что ли, мои не чувствуешь? Вот это вот все. А на самом деле, через прикосновение к человеку вы познаете его энергию, его импульс внутри. Когда не нужно объяснять, когда не нужно часами там выяснять отношения, а просто прикоснуться к человеку или обнять его. Просто обнять. И все, и стена рухнула сразу, моментально. Сейчас. Смотрите, 3 потока информации для вас. Для одних слушателей моих открывается в вас ваша сила внутренняя. Для других расцвет жизни происходит. Для третьих именно состояние обнуления. Потому что это не все одновременно происходит, понимаете? Если говорить про одного человека, то у вас через свою внутреннюю силу, обретение внутреннего вот этого стержня, внутренней силы, вы идете в расцвет своей жизни. Что такое расцвет жизни? Это когда ты снова, ты невинный человек, ты как будто невинное дитя, только что родился, но на самом деле у тебя душа тысячелетняя, понимаете? И вы
осознаете, что только в этом состоянии глупца, карта дурак, в состоянии, ну это доверие миру, это мальчик тут изображен, то есть маленький мальчик и солнце, и вот солнце, аркан солнца, что с обретением только невинности в себе самом, вот знаете, никогда дяди, тети навешивают на себя какую-то стратегию, нет, я буду действовать так, я уже ого-го, что познал там. Нет, а именно состояние вот этого. Это просто состояние невинности, нуля. Когда вы с нуля начинаете свою жизнь. Когда вы свою ценность обретаете. Когда вы выбираете жить в процветании, в счастье, в тотальном. Когда вы выбираете светить этому миру, проявлять свой свет и быть великим человеком, большой личностью, но не с позиции, когда у вас эго раздуто, знаете, там нарциссические отклонения и так далее. Нет, это когда человек сам себя сделал, сам себе разгреб все ситуации, в которых он себя чувствовал именно так, загонял сам себя в клетку. Нет, он это все обнулил и вышел в свой расцвет. Но здесь вот у вас финансово попрет, у вас в физическом, как сказать, в проявлении вас, как личности, вы почувствуете в себе этот фундамент, что вы можете нести что-то миру этому, что вы можете сотворять что-то ценное для этого мира. И сейчас церковные колокола бьют. Это очень важно для вас услышать. Не будьте в апатии, не нужно бесконечно летать в иллюзиях каких-то. Апатия — это равно, когда у вас закрытые глаза. Вы ничего не делаете, не действуете, и вы не знаете, как главное действовать. Или закрываетесь от всех и от вся, или ждете, очень много ждете. Нет, вы должны сотворять свою вселенную как императрица, сами. Это природа. Вот посмотрите, божественная природа, что это такое вообще? Это когда Земля, матушка Земля наша, вот она постоянно сотворяет что-то новое. Постоянно и постоянно и постоянно. Посмотрите, какая здесь сила в Земле, в творениях земных. Вот. Как это объяснить? Земля может поглотить, переработать абсолютно все. Абсолютно все. Войны, конфликты, катаклизмы, катастрофы. Все равно на этом месте прорастает потом новая жизнь. И вы должны сейчас на этих руинах, эти руины убрать, наконец, расчистить это пространство для нового и начать сотворять этот мир, сделать свой выбор именно в сторону любви, истинной любви, не борьбы, не войны, а любви. Война, любовь. Что вы выберете? И у вас новое начало происходит. Потому что сам Творец вышел сейчас, говорит с вами. И все это по справедливости. Все это по справедливости, ребятки. Это сила. Это сила. Светлая сила. Она сотворяет вообще все движение в материи. Ну и вот она. Распаковка у вас идет именно волшебства какого-то. То есть магию сейчас будете видеть в своей жизни. Магия. Просто магия. И любовь. Расцвет вашей любви. Любовь
во всех аспектах, к человеку, к себе, к людям, к своим предкам, к своим детям, к мирозданию. Любовь. А когда любовь внутри, то есть вот он выбор, когда течет любовь, вы когда добро делаете людям или этой планете через любовь, не когда доброта с кулаками, а когда именно просто с любовью вы принимаете все аспекты этого мира, этой вселенной, у вас вот этот источник пробуждается как раз. Давайте сделаем практику с вами. Практика на ваше внутреннее свечение, благополучие, мир в душе. Просто принимайте сейчас. Какие-то старые программы я убираю, вытягиваю из вас. Я не знаю, что вы будете слышать. Вот она программа сейчас. Если вы слышите эти голоса, то это программа. Это говорит не истинная сила женская внутри. Это говорит программа темных. Любовь. С любовью к вам, к мирозданию.